Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу сегодня предложить вам связать вот такой простой и желанный весенне-летний жакет, который очень красиво смотрится, эффектно. Он связан крупной вязкой. У нас будет сегодня с вами шикарная полухлопковая пряжа использоваться. Из всех сложностей это лишь узор ромбом, а так совсем простой, подходит для начинающих мастериц идеально. В основном у нас используется платочная вязка. Сложности вызовет только V-образный вырез горловины и скос плеча. Но и то мое описание подробное, я думаю, облегчит вашу участь, да, начинающей девочки. Так, давайте полистаем эту модель, посмотрим. По спинке платочная вязка, как вы видите. Вот таким образом, давайте приблизим модельку. Мы рассмотрим с вами V-образный вырез. У нас с вами будет двойными петельками вязаться вот этот край кромочные. 2 петли будут использоваться, чтобы красиво. И моя вязка, которую вы сегодня посмотрите чуть позже, намного красивее смотрится, чем их оригинал. Я просто воспользовалась идеей. Правда, вот честно вам говорю, девочки, и пряжа шикарная, которую я вам сегодня предлагаю, и сама модель будет смотреться богаче в том исполнении, которое я вам сегодня покажу на образце вязания. А так, идея шикарная. Просто красиво и эффектно можно связать себе быстро. Главное, быстро. На все размеры подойдет, на любой возраст подойдет такой жакетик. Да? Его можно носить на повседневку. Просто очень-очень элегантно и красиво смотрится. Скажите, что это не так, и я с вами не соглашусь. Мне очень нравится. Красивый узор на фоне платочной вязки. Вот этот ромб рельефный смотрится просто шикарнейшим образом, девочки. Так, у нас сегодня выкройка, схема, описание будем составлять на размерчики 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это российские размерчики. Вот. И, в общем-то, все нюансы сегодня вязания этой модели мы рассмотрим. То есть вот я вам полистала, посмотрели вы, приблизила вам и узоры, и все. И давайте приступим к выбору. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Я хочу вам предложить пряжу Alize Cotton Gold Pratica. Турецкого производства пряжа. Полухлопковая, 50% хлоп. 55% хлопок, 45 акрил. У нас используется 161 цвет. Так, и у нас в 100 грамм 220 метров. Вот такая шикарная пряжа. Она чуть толще, чем средняя, да, как мы принято считать средняя. Прекрасно скручена, очень удобно из нее вязать. Спицы я использую номер 4. Вот таким образом выглядит наш с вами красивый ромб. Посмотрите, как он классно смотрится, узор. Получается крупная вязка, но не настолько прям грубая, да, а довольно-таки такая приятная вязка. Я покажу вам, девочки, как сделать вот такой красивый утолщенный край. Обратите внимание, видите, какой край получается необычный, да? Это для наших полочек. То есть вот обычный край, видите, как смотрится, да? А вот тут я начала вязать, как оформить край полочки, когда мы будем вязать цельновязанное все полотно у нас. У нас, собственно, там нет такого понятия, как планка, вы видели, да? И у нас сразу полотно, сам основной узор, он как бы вот в планку входит плавно. Все там объединено. Шикарно смотрится этот большой рельефный ромб на фоне платочной вязки, как видите, да, я просто в восторге. Мне очень симпатична задумка дизайнера. Очень рельефно. Я не знаю, показывает ли рельефность камера, но это очень рельефно смотрится. Очень. Видите, как полотно
выигрышно приподнимается вот этот ромб над платочной вязкой. Очень красиво смотрится. Так, девочки, у меня есть альтернативная пряжа, но это то же самое. Много разных цветов этой пряжи, пратика. Альтернативная пряжа Газал Baby Cotton XL. Она у нас, значит, по метражу 50 грамм 105 метров. Видите, рекомендуемые спицы 4-4,5 также, да, 50% хлопок, 50 акрил. Это тоже Турция. Вот такая шикарная пряжа. Тоже попадете в плотность. Она чуть-чуть толще пратики. Чуть-чуть. Вот я их сравниваю. Видите, немного толще. Так, ну, цвет тоже можно выбрать на любом сайте, где продают пряжу. Итак, мои дорогие, сейчас наша задача посмотреть схему и начать вязать этот узор. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Ширина мотива ромбы это 20 петель и 32 ряда в высоту. Ну, здесь у нас пустая клеточка, это платочная вязка считается. Кроме того, что вот здесь вот лицевые будут петли, я не стала загромождать, девочки, поймите, вот здесь у нас идет, значит, лицевые петли, 3 лицевые мы перекрещиваем. Вот эти 4 петли, которые вот таким знаком, это 4 петли мы перекрещиваем, это лицевые петли. Идут первые 3 лицевые. А затем то, что вы видите внутри ромба, это путанка узор, и вяжется вертикальная черточка, это лицевая петля, горизонтальная черточка, изнаночная петля, чтобы не было путаницы. Да? И все это на фоне платочной вязки вяжется. Вот таким образом. Теперь выкроечку я вам показываю. Вот так выглядит выкроечка. Выкройка у нас с вами без размеров здесь. Я не поставила основные размеры. И все в расчетной части вы увидите. Смотрите, просто конструктивно вы видите, что очень простая выкройка. Детали вяжутся раздельно, все сшивается. Возможен вариант, когда вы начинаете вязать единым полотном спинку и полочки, да, и затем здесь уже переходите на раздельное вязание, где проймы. То есть такой вариант тоже приемлем и очень идеально подходит для данной модельки. И вот такое описание у нас с вами будет составлять. Я составила уже. Каждую цифру обосновываю в сегодняшнем расчетной части. Смотрите, после того, как свяжем образец, будет расчетная часть. И это описание я всегда выкладываю под видео. То есть вы там все это увидите. Это инструкция полная по вязанию. Вся последовательность ваших действий здесь изложена подробно. Что, как, когда. А в расчетной части я вам просто обосновываю, откуда я взяла это количество петель. Да? И как расположить узоры, собственно. Это тоже очень часто требуется. Так, ну, мои дорогие, давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца узора. Девочки, для вязания образца вам надо набрать 36 петель. Сам ромб у нас по центру располагается на 20 петлях раппорт. Я хотела вам показать, как сделать планку, красивую планку, вот край планки. У нас же цельновязанный план будет вязание. Смотрите, я буду вязать 2 петлями кромочные. У меня будет 2 кромочные. И получится вот такой красивый обрамленный край. Вот для примера, видите, вот если без вот этого ограничения красиво сделать, то будет вот так смотреться. Да? Это очень не самый лучший вариант. Да? И мы будем с вами вязать вот такой красивый край. Поэтому начинаем с вами первый ряд. Я показываю, как вяжется этот край. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем лицевой. Вот. И дальше у нас идет платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 лицевых петель. Дальше мы перекрещиваем 6 петель по центру налево. Там в одном случае налево делается, на другой полочке направо. Да? Ну вот я вам показываю налево первые 3 петли перед работой, следующие 3 за работой. И все 6 вяжем лицевыми. Перекрестили и все 6 связали лицевыми. Так, и следующее у нас идет с вами
опять платочная вязка. Вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, кромочная, изнаночная. Так, все четные ряды переворачиваем. Четные ряды будем вязать платочную вязку, соответственно, вяжем лицевыми, а те петли, которые образуют наш ромб, мы будем вязать по узору, то есть как они на нас смотрят, в зависимости от того, какая петля вязалась в лицевом ряду, то есть понятно, да, как смотрят петли. Вяжем самостоятельно, я не буду показывать изнаночные ряды, там все по логике. Для того, чтобы красиво смотрелась вот эта планка, такая толстенькая она у нас упругая получается, в изнаночном ряду 2 петли кромочными, вот этими, надо провязывать следующим образом. Мы снимаем петлю не провязывая, а нить у нас будет перед работой. Вот так. Кромочную вяжем изнаночной, вторую. Переворачиваем, и у нас 3-й ряд вяжем следующим образом. Смотрите, вот у нас с вами красивый этот край, такой двойной, тугой. И мы вяжем первую петлю, я ее снимаю, вторую вяжем лицевой. И далее идет опять платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Следующие 4 петли будем перекрещивать с вами направо. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первая петля у нас за работой. Следующие 3 петли перед работой. Возвращаем их с помощью правой спицы на левую. Вяжем 3 лицевые. И петля, которая за работой, вяжется изнаночной. Следующие 4 петли будем перекрещивать налево. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 3 перед работой, и далее следующая за работой петля, и та, которая за работой, вяжется лицевой, и эти 3 перед работой тоже вяжутся лицевыми. И дальше у нас идут платочная вязка. Все петли лицевыми до конца ряда. Продолжаем самостоятельно. И 4-й ряд вяжем как 2-й, все по логике, кромочная, изнаночная. Итак, 5-й ряд у нас с вами. Не забываем про толстый кромочный край, 2 петлями образованный. Первую петлю снимаем, вторую лицевой провязываем. В изнаночном ряду вот эта петля, которую мы с второй вяжем, не провязывалась, а просто снималась, нить была перед работой. Не забываем об этом. Далее идет платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И далее 4 петли перекрещиваем с вами направо. Первая петля за работой, следующие 3 перед работой. Вот эти, которые перед работой, вяжем лицевыми, 3 лицевые. Затем у нас идет петля изнаночная, лицевая, изнаночная, и 4 петли перекрещиваем налево, 3 петли перед работой, 4 за работой, и ее мы провязываем как лицевую. И все те 3, которые перед работой, тоже вяжем лицевыми. Так, и дальше у нас идет до конца ряда платочная вязка. Я не буду ее показывать, чтобы не загружать видео, да? Следующий у нас 7-й ряд вяжется 2 петли кромочные. Первую снимаем, вторая лицевая. Далее идет платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Перекрещиваем следующие 4 петли направо. Первые за работой, 3 перед работой. И эти 3 перед работой вяжем лицевыми, а та, которая за работой, вяжется у нас изнаночной петлей.
В середине ромба идет путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой, 4 за работой. И эту 4 вяжем лицевой. И те, которые 3 перед работой, вяжем лицевыми. И все, что осталось, это лицевые петли платочной вязки, вяжем самостоятельно. 9 ряд вяжем следующим образом. У нас 2 петли кромочные, да, первую сняли, вторая лицевая. Дальше платочная вязка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. 4 петли перекрещиваем направо. Первая за работой, следующие 3 перед работой. И вяжем 3 лицевые. И та, которая за работой, изнаночная. А здесь путанка идет. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И следующие 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 3 у нас будут перед работой, 4 за работой. И все 4 вяжем лицевая, лицевая, лицевая и лицевая. Дальше идет платочная вязка, до конца ряда все петли лицевые самостоятельно. Так, у нас с вами 11 ряд, и мы вяжем 2 петли кромочные, первую снимаем, вторая лицевая, платочная вязка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 4 петли перекрещиваем направо, первая за работой, 3 перед работой, вяжем 3 лицевые, изнаночная. И далее платочная вязка, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И 4 петли перекрещиваем с вами налево, 3 перед работой, 4 за работой. Вяжем 4 лицевой. Те, которые перед работой 3, тоже вяжем лицевыми. Так, с ромбиком все сделали. Дальше идет платочная вязка, которую вы вяжете до конца ряда лицевыми. 2 кромочные, первую снимаем, вторая лицевая, затем платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель лицевых. Перекрещиваем следующие 4 петли направо. Первая за работой петля, следующие 3 перед работой. 3 лицевыми вяжем те петли, которые перед работой. Изнаночной вяжем та петля, которая за работой, и путанка в центре ромба. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И 4 петли перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой, 4 за работой. Вяжем ту, которая 4 будет вязаться лицевой. И 3, которые перед работой, тоже лицевые. И следующие петли у нас идут платочная вязка. Самостоятельно их вяжем до конца. Вяжем 15 ряд следующим образом. Первая петля лицевая, вторая тоже лицевая. Первую сняли, не провязывая, вторая лицевая. Далее платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель платочной вязки. 4 петли перекрещиваем с вами направо. Первые 3 перед работой. Провязываем их лицевыми. И та, которая за работой, вяжется изнаночной. И далее идет в центре ромба путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И 4 петли перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой,
4 за работой, и эта 4 вяжется как лицевая. И те, которые перед работой, тоже 3 лицевые. Осталась платочная вязка, которую мы вяжем самостоятельно до конца ряда. 17 ряд у нас вяжется совсем просто. Первую петлю сняли, вторая лицевая, это 2 кромочные. Дальше платочная вязка 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель платочной вязкой. Дальше вяжется ромб 3 лицевые. И здесь путанка идет лицевая, изнаночная, 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 3 лицевые, 1, 2, 3, ромб связан, и далее платочная вязка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, кромочная, изнаночная. Вот таким образом 18 ряд вяжем самостоятельно. 19 ряд будет сейчас у нас обратно ромб уже идти наоборот, то есть будет уже формироваться вот такая фигура. Давайте с вами первые петли кромочные, первую сняли, вторую провязали лицевой, и у нас идет платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. 4 петли перекрещиваем, теперь будем налево. Первые 3 перед работой, 4 за работой. Поменяли местами, и эту петлю 4 за работой вяжем лицевой, она у нас в платочную вязку уходит. А эти 3, которые перед работой, продолжаем вязать лицевыми. Внутри вяжется путанка, то есть наоборот вяжем. Там, где изнаночная, лицевая, там, где лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И следующие 4 петли у нас будут перекрещиваться направо. Сняли 4 петли на правую спицу, первые за работой, следующие 3 перед работой. И их вяжем лицевыми, эти 3 петли перед работой. А та, которая за работой, опять у нас вяжется лицевой, она становится платочной вязкой. До конца вяжем платочную вязку. 21 ряд у нас идет. Красивый край у нас, смотрите, какой, не забываем его формировать. Так, первая петля снимается, вторая лицевая, да? Дальше платочная вязка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше 4 петли перекрещиваем налево. 3 перед работой, 4 за работой. И эту 4 мы сделаем платочной вязкой. Да? И следующие 3 лицевые у нас идут. И дальше идет путанка, которую мы вяжем как лицевая, изнаночная. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И далее идут 4 петли, перекрещиваем направо. 3 перед работой, 1 за работой. Все поменяли, вяжем 3 лицевые. И та, которая за работой, тоже лицевая, это платочной вязкой становится. И до конца платочную вязку продолжаем вязать. Очень логичный узор. Можно даже не смотреть в схему. Вы не ошибетесь, мои дорогие, ни в путанке, ни вот в этих вот всех перекрещиваниях. 23 ряд у нас с вами вяжется. Значит, вяжем с вами платочную вязку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель лицевых. 4 петли перекрещиваем с вами налево. Первые 3 перед работой. 4 за работой вяжем ее лицевой. Она становится платочной вязкой. Эти первые 3 петли вяжем тоже лицевыми. И внутри ромба идет тоже путанка. Лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И у нас следующие 4 петли перекрещиваются направо. Поменяли их местами. 3 лицевые. И далее та, которая за работой, платочная вязка, идет лицевая. Вяжем самостоятельно. Так, у нас с вами 25 ряд, мы вяжем его. Значит, первая петля у нас лицевая, вторая, вернее, первую петлю снимаем, вторая лицевая, это 2 кромочные, дальше платочная вязка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых и 4 петли перекрещиваем налево. 3 перед работой, 4 за работой, вяжем ее лицевой, она стала платочной вязкой. Эти 3 петли тоже лицевые, и внутри ромба идет путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И следующие 4 петли перекрещиваем направо. Первые за работой, следующие 3 перед работой. Вяжем 3 лицевые перед работой, которая за работой тоже лицевая, она становится платочной вязкой, и вяжем до конца петли платочной вязкой. Итак, кромочная, изнаночная. Вяжем 27 ряд. Наш с вами край мы вяжем первую петлю, снимаем второй лицевой, это 2 кромочные, и далее вяжется платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель платочной вязки. И у нас с вами идут перекрещивание 4 петель налево. Первые 4 петли перед работой, следующая петля 1 за работой. И вяжем все 4 лицевыми. Дальше в середине идет путанка у нас. Первая петля лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали 4 петли и дальше вяжем перекрещивание 4 петель направо. Первая петля за работой, следующие 3 перед работой. И вяжем все петельки лицевыми, все 4. И продолжаем вязать платочную вязку до конца ряда. Вот такой легенький у нас получается узор. Совсем по логике его легко вязать. Кромочный мы вяжем изнаночной, переворачиваем и 28 ряд вяжем платочную вязку. Здесь и в ромбике вяжем петельки по узору. 29 ряд вяжем. Петельки у нас первые 2 это кромочные, я вам показывала, да? Первую снимаем, вторую вяжем лицевой. Далее платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петелек. Дальше перекрещиваем следующие 4 петли налево. Первые 3 перед работой и 1 за работой. И меняем местами, вяжем все 4 лицевыми. В середине путанка у нас всего 2 петли осталось. Первая лицевая, вторая изнаночная. И перекрещиваем следующие 4 петли направо. Первая за работой, следующие 3 перед работой. Все 4 вяжем лицевыми петельками. И у нас платочная вязка идет. Оставшиеся петли все до конца ряда вяжем платочной вязкой. Так, и у нас остается с вами кромочный вяжем изнаночный. 30 ряд переворачиваем, вяжем платочную вязку и петли ромба, как они у нас смотрят на нас по узору. 31 ряд у нас с вами, последний лицевой ряд раппорта, вяжем. Ой, здесь я вот неправильно сделала.
Так, и вяжем. Первая у нас петля идет лицевая, 2 кромочные, да, первую сняли, вторая лицевая. Далее платочную вязку вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Дальше перекрещиваем с вами 4 петли налево. Первые 3 перед работой, 4 за работой, и мы вяжем ее лицевой. И те, которые перед работой, тоже вяжем лицевыми. Следующие 4 петли перекрещиваем направо. Первая за работой, следующие 3 перед работой. Все 4 вяжем лицевыми. И до конца ряда у нас идет платочная вязка лицевыми петлями. Вот, мои дорогие, вот чего мы с вами достигли. Мы с вами связали полностью раппорт. Сейчас будет у вас изнаночный 32 ряд и затем повтор узора с первого ряда. Итак, мои дорогие, узор у нас уже большой получился. Сейчас нам надо сделать влажную тепловую обработку, чтобы плотность померить полотна получаемого. Для расчетов это будет очень нужно. Делаем влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром. Отдаем наш образец. И в горячем состоянии, во влажном, мы его сейчас потянем в разные стороны. Очень хорошо тянется полотно. Еще разочек. Так. Все, мои дорогие, пусть сохнет. Это красота полученная, влажная. Наш образец с вами высох, девочки. Сейчас наша задача измерить его ширину и высоту, сделать очень простые расчеты. Берем линеечку и измеряем ширину полотна. 19,5 сантиметров. 36 петель я набирала, делим на 19,5 сантиметров, и это будет 1,85. Давайте запишем, что в 1 сантиметре получилось 1,85 петель. Так, следующее это вертикальная плотность. Берем также наше полотно и давайте платочную вязку померяем. У нас основное полотно связано платочной вязкой, да? Ну, тут вы видите, что плотность будет одинакова, что у узора, что у платочной вязки. Так, и получается у нас с вами 24,5 сантиметра. Надо посчитать, сколько рядов. 57 рядов у меня в образце. Я делю на 24,5 сантиметра. Это будет 2,3. Плотность по вертикали в 1 сантиметре 2,3 ряда. Все эти цифры сейчас будем использовать. Но, девочки, я хотела заострить внимание на том, что у нас с вами все-таки этот узор, он немного сжимает полотно, да? То есть за счет того, что у нас вот здесь шли перекрещивания, да, полотно немного стягивалось, да? У чистой платочки она будет другая по горизонтали плотность, да? И я вам советую, обращая на это внимание, давайте все-таки возьмем плотность не 1,85, а 1,8. Это будет средняя плотность между платочной вязкой и нашим ромбом, вот этим, нашим перекрещиваниями. Все. Итак, у нас с вами, девочки, будет сегодняшний расчет строиться вот по такой выкройке. Мы будем рассматривать с вами размер 42-44. Ширина у нас спинки будет 48 сантиметров. Размер 46-48. Ширина будет 53 сантиметра спинки. И для размера 50-52, 58 сантиметров спинка. В петельном эквиваленте мы умножаем нашу ширину на плотность, которую мы только что посчитали. Помните, я взяла 1,8. Вот, на нее умножаем и получаем петли. 86, 95, 104. Так, вот я написала, сколько набрать на спинку. Есть такой момент.
Вы можете вязать, сразу набирать, поскольку у нас везде платочная вязка, да, можно сделать единым полотном начать, то есть учитываете количество, просто складываете спинку и 2 полочки, да, и набирайте, кто любит вязать на круговых спицах, на гибких, можете сразу вязать эту платочную вязку начинать. Начинаем мы с резиночки 1 на 1 на высоту 10 сантиметров. Затем переходим на платочную вязку, и у нас с вами будет расположение узоров. Я строю свой расчет, пишу отдельно спинку, пишу отдельно полочки. Знаете почему? Потому что я не люблю круговое вязание, и мне кажется, что без вот этих боковых швов, в общем-то, полотно вытягивается значительно. Это мое личное мнение, и основано оно на моем личном опыте. Возможно, у вас такого опыта не было, и вам все хорошо, да? Мне кажется, вот эти бока, они провисают, и, в общем, все это тянется. Я считаю, что каждый шов – это скелет изделия, который держит правильную форму, и эта модель будет служить долгие годы благодаря этому четкому скелету. Это вот так бывает, что, в общем-то, это мое личное мнение. Далее, девочки, общую длину жакета я беру 58 сантиметров на все размеры. Пожалуйста, эту величину под себя корректируйте, потому что у нас у всех разный рост и разные желания. Вы видели, что жакет не длинный, да, то есть он не длинный, не короткий, не длинный, такой, знаете, слегка укороченный, да. Поэтому вот такая вот у нас берется величина. Измените под себя. Высоту проймы беру 19, 20, 21, то есть тоже не самую широкую. У нас модель сидит по фигуре, то есть это не оверсайз, да. Поэтому, как вы видите, здесь у меня такие вот прям приближенные к нашей фигуре, к размеру стоят сантиметры. Так, теперь, значит, вы вяжете спинку платочной вязкой, она полностью связана платочной вязкой. И самое сложное у вас в спинке будет сформировать скос рукава, скос плеча. Думаю, что вот высоту я скоса взяла 4 сантиметра, и это 10 рядов. Сразу перевела с помощью вертикальной плотности. То есть я 4 умножила на нашу плотность 2,3 по вертикали и получила ряды. То есть скос будет формироваться у нас на высоту 10 рядов. Так, теперь, что касается выреза горловины, я взяла по спинке 20 сантиметров, умножила эти 20 сантиметров на плотность 1,8 и получила петли выреза горловины спинки. То есть у меня 36. Второй размер я взяла на петлю больше, и третий на 2 петли больше, 38. И все, что осталось, это петли плеч. 25, 29, 33 петли. Вот. Это про спинку я сейчас сказала. Далее. У нас с вами, как вы видели, поскольку им сама модель и планка цельновязанная по полочкам, они у нас вяжутся платочной вязкой, и там нет никакого различия. И поэтому для красивого края я вам показывала, да, такой двойной мы делаем край, который будет формироваться 2 кромочными петлями. Поэтому очень красиво это смотрится. И я сейчас показываю вам, как расположить узоры по полочкам. То есть я перехожу на полочку. Девочки, для полочки надо набрать первый размер 50 петель. 10 петель я выделяю для планки цельновязанной. Но поскольку у нас платочная вязка, я все равно выделяю, чтобы было понятно, откуда что берется, да, из чего складываются эти 50 петель. Значит, 2 кромочные – это правая полочка. Девочки, это правая полочка. Мне так удобнее рассказывать про правую полочку. Вот представьте, 2 кромочные вы, значит, забили, да. Затем у вас идет 10 петель для
цельновязанной планки. Затем идет 8 петель платочной вязки. 20 петель обозначает наш узор, вот этот узор, наш ромб. И 9 петель снова платочная вязка и кромочная. В сумме 50 петель. Понятно, да? То есть, в принципе, вот эти два размера, 10 петель и 8, их можно 18 петель сразу. Это платочная вязка. Обязательно предусматривайте заранее, где у вас будут прорези для пуговиц формироваться. Вот. И таким вот образом я рекомендую вам расположить петли. Второй размер у меня 55 петель. Разница будет, значит, собственно, то же самое. 2 кромочные для края красивого у планки. Затем у нас здесь 10 петель планка идет, тоже платочной вязкой. Затем идет 10 петель просто платочной вязкой, 20 петель узор, 12 петель тоже платочная вязкой, кромочная. И 55 это наша сумма петель всего. Набирается для полочки. Это второй размер. Третий размер. 59 петель набираем для полочки. И то же самое. 2 кромочные, 10 петель цельновязанная планка, 12 петель платочная вязка, 20 петель узор, ромб, 14 петель платочная вязка, кромочная. В сумме 59 петель. Итак, девочки, смотрите. Теперь, что касается формирования здесь у нас V-образного выреза. У нас здесь будут убавки равномерные в каждом третьем ряду. Для первых 2 размеров мы будем по 18 петель убавлять, для третьего размера 19 петель пойдут у нас убавки. Убавки делаются после 2 петель кромочной. То есть вот здесь будут прям по краю идти убавки. Также мы формируем скос плеча у полочек на той же самой высоте, что у спинок. Читайте описание под видео, все полностью изложено. То же самое скос формируем, да? Затем переходим к рукавчику. У рукавчика у нас будет с вами планка 10 сантиметров в высоту, резинкой 1 на 1 вязаться. В последнем изнаночном ряду планки мы делаем крупные прибавки, доводим количество петель вот до таких показателей. Первый размер 68, второй 72 петли, третий 76 петель. Скоса, как вы видите, у нас никакого нет. Рукав вяжется по прямой. Вот на этом количестве петель платочной вязкой. Высоту рукава я взяла 46 сантиметров. И имейте в виду, что 46 сантиметров это, конечно, мерка довольно индивидуальная. У вас, возможно, будет другая длина рукава. Может быть, кто-то из вас захочет сделать рукав 3/4, поскольку это все-таки летний жакет, правильно? Вот, имейте это в виду. Ну, все подробности, девочки, у меня очень подробно все обосновано в текстовом описании под видео. То есть, в принципе, модель просто вяжется, сами понимаете, ничего сложного здесь особо нет, кроме вот этого скоса плеча и выреза V-образного у полочек. Остальное все вяжется по прямой и довольно логично понять, да. Вот это особенно самое сложное, это связать наш ромб. Вот, в узорах. А так платочная вязка наилегчайшая, в принципе, модель. Так, ну, давайте я на этом заканчиваю свое объяснение. Желаю вам удачи, читайте описание под видео и до новых встреч!